Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, кажется, производители видеокарт нам немножечко приврали с их продажами и успехами. А Samsung вроде бы как создаст процессоры для Apple. Ну и под конец давайте постараемся понять, выгодно ли сейчас майнить, особенно тем, кто только-только входит или уже только недавно вошел. Погнали! Да, друзья, поступила достаточно интересная информация, которая опровергает ту официальную, что нам преподнесла AMD. Красные доселе рассчитывают на высокие темпы выручки от видеокарточек, вплоть до 2022 года под его конец. Ну и естественно, они базируются по итогам нынешнего года. Однако, ребята из ресурса TechStock Pro говорят об обратном, что продажи как раз таки в 2022 году будут падать, и уже начинают падать, и все это продлится еще и в 2023 году. Какие у нас здесь вообще посылки и аргументация? Во-первых, пройдет коррекция. Да, на таких рынках также присутствует коррекция. Что-то я спинку не поправил. Так вот, все приведет к тем результатам, которые у нас были еще в 2019 году. То есть нужно адекватно сравнивать. Потому что 2020 и далее, когда начиналась пандемия и разгар, когда закупалось больше железа, больше ПК, ноутбуки и так далее, в общем, всей этой электроники, тождественное сравнение невозможно провести, это не совсем объективно. И во-вторых, что немаловажно, но все же плавуче, это переход эфира на POS. Да, его очень часто переносят, но как такой элемент отсекать это нельзя. И по словам именно этих аналитиков, красные начнут испытывать, скажем так, условно испытывать проблемы именно во второй половине этого года. Да и в принципе далеко ходить не нужно. Уже сейчас средний спрос на видеокарточки, на реализацию этих видеокарточек снизился на 13%. Так что, друзья, поглядим, как оно будет далее. Для тех, кто не в курсе, или не знает, я напомню, что корейская компания Samsung Electronics вплоть до 2015 года выпускала процессоры для Apple. Зачастую это было именно в смартфоны. Но правда стоит сказать, что сотрудничество продолжалось у нас и в сфере дисплеев. Так что не только одними чипами мы едины. Хотя вот сотрудничество между Samsung и Apple было как бы так с натяжкой. Я вернее бы даже сказал между Apple и Samsung. Потому что при любой возможности Тим Кук делал так, чтобы заказать где-то в других местах, у каких-то других производителей те или иные компоненты. Скажем так, в обход Samsung. Так вот, сейчас издание Business Korea сообщает, что компания Samsung Electromechanics является поставщиком подложек типа FCBGA для процессоров Apple семейства M1. И сотрудничество продолжится в рамках производства процессоров M2, которые, кстати, выйдут на рынок до конца текущего года. И, кстати, в декабре еще прошедшего года Samsung вложила уже $1 миллиард в организацию производства подложек FCBGA на территории Вьетнама. А в марте этого уже года было вложено дополнительно $250 миллионов, так чтобы не забыл, в расширение мощности непосредственно в корейском Бусане. Правда, об этой информации, как-то ни те, ни другие не любят распространяться. Так что, да, ребята без дела не сидят. Друзья, сейчас я вам предлагаю рассмотреть тот материал, который подставит под вопрос, а стоит ли начинать майнинг, есть ли там сейчас какая-то выгода и так далее. Особенно для тех, если вы только-только хотите в это все зайти и нырнуть. А ваше мнение жду в комментариях. Итак, это таблица доходности наиболее популярных видеокарт на 23 апреля. Я вам предлагаю начать с видеокарточки GeForce RTX 3090. Не удивляйтесь почему, потом объясню. В итоге, полная ферма состоит из 8 графических чипов, которые приносят владельцу $33.75 в сутки. А значит, весь риг обеспечивает доход до $1012 ежемесячно. То есть, если пересчитать, то выходит, что одна такая карточка зарабатывает самому владельцу всего $126,5 за один месяц. В итоге, возьмем самую дешевую версию карты, допустим, которая стоит $2600, умножаем на 8, дабы была полная ферма. В итоге мы с вами получаем $20 800. А значит, отмайнить такой риг вы сможете за 20 месяцев, то есть почти за 2 года. А самая дорогая видеокарта при этом 3090 стоит $4800. В итоге окупаемость составляет 37 месяцев, то есть более 3 лет. Окей, согласен, 3090 не самая популярная, вы не хотите high-end сегмент сравнивать. Что ж, берем средний сегмент в лице 3070. Самая дешевая версия стоит $990. В итоге вся ферма стоит $7920. А сам же доход с 8 карт в сутки составляет $17,2, а значит за один месяц, так, сконцентрируйтесь, понимаю, чисел много, так вот, за месяц риг дает $516,6.
То есть одна карта приносит в месяц 64,5 баксов. И в итоге окупаемость фермы составляет 15 месяцев, то есть год и 3 месяца. И это только если вы урвали все по минимальной цене. Максимально неадекватные цены, которые я видел на данную видеокарточку, это $3500. Ну, я, честно говоря, даже считать тут ничего не стал и вам не рекомендую, потому что я не знаю, какой неадекватный человек купит 3070 за 3500 баксов. Ну, это явный вендор какой-то. Конченый. По факту в остальной линейке Ампер схожая ситуация, то есть окупаемость видеокарты плюс-минус в среднем составляет 1,5 года. Ну, собственно, и фермы как таковой. Поэтому, ну, если вы считаете, что это вложение сейчас нормально, особенно на фоне волатильной крипты туда-сюда, пока непонятно, что там будет с поставками видеокарт в разные регионы и как поведет себя эфир и пост, ну, рискованно. И сразу говорю, ребят, 3090 я вам привел в пример видеокарточку, как ту, которая, ну, прям вообще, ну, никак не подходит. Ну, во всяком случае, сейчас, на данном этапе, для определенных целей. Но на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами, как всегда, был Human, и, как всегда, зазываю вас подписаться на мой второй канал, и игровой канал, там и новости, и прохождение. Ну и, как всегда, кайфовой вам игры.